Всем привет, с вами снова ваша Даша, и сегодняшнее видео будет по итогам голосования, в котором я по прошлогодней традиции перерисую свою старую работу. В голосовании многие просили также снять влог с похода в большой художественный магазин, и я вас услышала, и думаю, в ближайший месяц этот ролик также выйдет на моем канале. Ну а пока приступим к перерисовке. Может, кто-то видел, я год назад уже рисовала эту работу на своем стриме и рассказывала о ней. Вот что по итогу вышло. Я действительно старалась тогда сделать иллюстрацию лучше. Интересно, что выйдет в этом году, ведь я рисую в последнее время намного меньше, чем это было даже год назад. Но будь что будет. Первоначальная работа сделана в 2017 году, когда я только начинала рисовать на планшете. Мне казалось, что я сделала что-то очень крутое. Я даже поставила эту картинку во всех своих социальных сетях на заставку, и моей гордости не было предела. Конечно, спустя год мой уровень в рисовании подрос, и я смогла спустя десяток часов усердия нарисовать что-то более достойное. Но, если признаться, я с ужасом вспоминаю, как рисовала в том году эту леди, как у меня не получались волосы, потом плечи, все выходило странным, да и в стиле таком я особо не рисовала тогда, и итог просто был выжат муками и страданиями из пальца, что не очень хорошо. Поэтому в этом году я решила сделать работу попроще и побыстрее, но зато делать все с удовольствием и без каких-то проблем. Я понимаю, что порой нужно выходить из зоны комфорта и стоит пробовать себя в разных стилях, пытаться анализировать цвет, анатомию, но от того, что вы делаете все через «не могу», толку будет не так уж и много. Так что лучше рисовать с ошибками, но зато в кайф. Вставлять просто спин-пейнт не вижу смысла, поэтому я расскажу вам немного, как работаю над созданием иллюстраций. Хотя я это делаю и редко, но у меня уже сформировалась небольшая схема, которая, возможно, понравится и вам. На первом этапе, само собой, стоит сделать набросок. Некоторые художники работают от пятна, особенно при создании каких-то концептов, но я привыкла делать все набросочно, через линии. Рисую всегда обычно мягкой кистью, не задумываясь о чистоте наброска и линий. В последнее время я даже перестала делать какой-то чистовой контур, хотя раньше, рисуя в реализме, создавала новый слой, на котором делала повторно чистовой набросок с ровными линиями. Сейчас я делаю мало контурных работ, поэтому этот шаг стараюсь пропускать. После контура я создаю выкраску. Неважно, рисуя на бумаге или на компьютере, лучше сделать хоть какой-то набросок цвета, чем, не видя картинку в общих чертах, пытаться по отдельности начинать красить всеми оттенками радуги. Это экономит много времени в последующей работе и увеличивает шанс, что в итоге работа по цвету будет выглядеть более лаконично. Когда выкраска готова, она обычно выглядит неаккуратно. Я создаю на каждый элемент иллюстрации новый слой с цветом. Конкретно в этой работе это слой с кожей, волосами, фон, также несколько слоев для глаз, слой с губами, бровями и пластырем на носу. Дальше многие приступают к отдельному слою, на котором прокрашивают все тени и свет, но я предпочитаю работать прямо на том же слое, подбирая оттенки вручную. Не забывайте для себя решить, откуда идет свет, и старайтесь придерживаться его направлению. Таким образом, я постепенно, начиная с кожи, размещаю свет и тень на нашей плоскости. Максимально включаю мозги, как будет преломляться свет и как он будет рефлексировать. У меня это выходит не очень правильно, но я учусь и вижу, что с годами ошибок становится меньше. Значит, я делаю все не настолько плохо. После кожи проделаю все то же самое с остальными слоями. Еще помню, любила когда-то прям много делать белых бликов на губах и носу, и мне до сих пор это нравится, но многие говорят, что это безвкусно и выглядит как сальные блестящие пятна. Так что теперь я лишь минимально наношу свет на области носа и губ. С волосами немножко сложнее, так как мы не можем прорисовать каждую волосинку. Хотя нет, мы можем, конечно, но это будет выглядеть очень безобразно. Поэтому при помощи света и тени мы должны задать нашей плоскости визуальное ощущение объема, чтобы зритель, видя иллюстрацию, понимал, что на девушке волосы, их много, и они ложатся определенным образом. И это не просто оранжевый фон, ведь фон у нас отдельным слоем, синим. Да, я, кстати, решила сделать его темнее, так как на голубом наша леди выглядит блеклой, и мне это не очень нравилось. Так что в итоге я решила доработать первоначальный вариант, заменив голубой цвет на темно-синий.
Работа уже выглядит вполне законченной, но опираясь на прошлогодний вариант, я еще решила добавить немного блюра, а также мое самое любимое – перерисовать пару волосинок. Еще одна моя страсть, которую многие не любят. Но если не перебарщивать, то они все же делают работу более живой, хотя я могу ошибаться. При необходимости можно еще поиграть с контрастностью и цветовыми настройками, но в моем случае вроде все и так выглядит вполне готово. На этом моменте могу торжественно объявить перерисовку старой работы законченной. Обязательно поставлю ее на аватарки во всех своих социальных сетях. А вы как думали? Хотя, чувствую, спустя год я посмотрю на эту иллюстрацию и подумаю: господи, что за ужас, как я могла так рисовать? Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Не забывайте голосовать за то, какой ролик выйдет следующим. Всем хорошей недели. Кроме хейтеров и лингвистов, которые то и дело будут писать, что опять я сказала что-то не так. Все, пока!